Косточка на стопе. Какие причины, что с этим делать и как правильно лечить в этом видео. С вами Забродин Михаил, врач-травматолог-ортопед. Давайте разбираться. Как чаще всего пациенты обзывают эту проблему? Приходит пациентка и говорит: у меня выросла косточка, у меня торчит косточка, у меня деформирован первый палец. На самом деле проблема вальгусной деформации первого пальца или халюкс вальгус связана не с разрастанием, ничего там не вырастет, а с отклонением первой плюсневой кости вовнутрь и отклонением пальца к наружу. И это не что иное, как слабость аддукторов первого пальца стопы. Чаще всего эта проблема возникает у женщин, и чаще всего проблема появляется у женщин старше 50 лет. Могут быть вариации и в более молодом возрасте, и у мужчин. Так вот, превалирующая патология – это женский пол. Что может способствовать? Безусловно, ношение обуви с узким носом, ношение обуви на каблуках – это женщина, да, может в длительной перспективе использования этой обуви приводить и способствовать появлению вальгусной деформации первого пальца. Далее, длительно существующие проблемы на стопе, такие как слабость связочного аппарата, нарушение функции самих мышц, будут приводить к отклонению этого пальца. Итак, когда плюсневая кость и первый палец расходятся, тогда появляется вот эта выступающая косточка. Как правило, она появляется сначала с небольшого выступа. Если это молодая девушка, ее смущает внешний вид. Иногда это может быть проблемы с подбором в обуви. Обувь, которая была до этого, начинает давить на эту косточку. И в данном случае появляется натоптыш, появляется покраснение, воспаление этого сустава, и появляется натоптыши на подошвенной поверхности в области 2-3 плюсневых костей. И вот это уже заставляет пациента обращаться за медицинской помощью, потому что это болит. В более запущенных случаях появляется ограничение движения самого первого пальца. И в данном случае, когда пациент ходит, он начинает подстраиваться под свою стопу, подбирает специальную обувь, исключает каблуки. И во время ходьбы, поскольку нет полноценного движения первым пальцем, все тело начинает подстраиваться. И, конечно же, визуально на обуви появляется выступающая часть. И когда мы видим человека, идущий с этой проблемой, по обуви можно сказать, что у нее есть именно это нарушение. В каких случаях нужно это оперировать? Зачастую начальная стадия заболевания не требует каких-либо воздействий оперативных, кроме тех ситуаций, когда есть проблемы косметического плана. И пациента это смущает, и, конечно, делается операция. Во время операции проводится остеотомия, то есть проводится хирургический перелом нескольких костей, и эти кости ставятся в правильную позицию и скрепляются определенными винтами. Сейчас можно делать операции сразу на 2 стопах. Как правило, одевается специальная обувь, называется барук, которая позволяет потихонечку ходить. Скорее всего, вы таких пациентов видели. 10, 15, 20 лет назад операция делалась на одной стопе, потому что пациент был вынужден ходить в гипсе и ходить на костылях. И потом делалась операция на другой стопе. Конечно, это не панацея, безусловно. Иногда бывает, с одной стороны, операция с хорошим результатом, с другой стороны, доктор все сделал правильно, все хорошо, но стопа реагирует, ей не нравится находиться в этой позиции. И у пациента присутствует какой-то дискомфорт. Так вот, что можно делать, чтобы избежать оперативного лечения? В первую очередь, если у вас появляется начало какой-либо деформации на стопе, обязательно найти причины этой деформации. Что это может быть? Например, по стопе проехал автомобиль, вы упали, травмировали стопу, и тогда мы видим изменение формы только с одной стороны. В данном случае обязательно протестировать мышцы, которые имеют отношение к пальцам. Стабилизаторы сводов стопы – это передняя, задняя большеберцовая мышца, это малоберцовая группа, это разгибатели, сгибатели пальцев. И тогда, найдя слабые мышцы, нужно устранить их слабость, чтобы стопа была фиксирована. Раз. Обязательно проверить неврологическое обеспечение. Если, предположим, у пациента есть грыжа на уровне нижнепоясничного и крестового отдела позвоночника, это может давать слабость мышц стопы. Если у пациента есть проблемы со стороны репродуктивной системы, репродуктивные органы ассоциированы со сгибателем первого пальца, мочевой пузырь, малоберцовая группа
передняя большеберцовая мышца, разгибатели первого пальца ассоциированы с мочевым пузырем, надпочечники, задняя большеберцовая мышца ассоциирована с надпочечниками, икроножная камбаловидная мышца. Это те мышцы, которые я перечисляю, имеют отношение именно к стопе и так далее. Нарушение работы этих органов будет давать слабость иногда с двух сторон на стопе. Нарушение работы коленного сустава, нарушение работы таза также может давать проблемы со стороны стопы. Так вот, протестируя мышцы, нашли, устранили слабость этих мышц, и если деформация есть, то я часто говорю пациенту, важно, чтобы она через 10-15 лет не увеличилась, и тогда пациент не будет ходить по хирургам в поисках, кто его прооперирует. И далее, если вы видите значительный прогресс в увеличении деформации, то есть косточка, как вам кажется, начинает расти, появляется болезненность, появляется отек, покраснение, натоптыши, это повод тут же обратиться к специалисту обязательно, попробовать скорректировать ее разными ортопедическими средствами до операции, устранить слабость этих мышц. И я всегда говорю, что лучшими учителями врачей являются сами пациенты. Так вот, у меня была пациентка, которая пришла ко мне на прием и рассказала историю. Действительно, у нее была вальгусная деформация пальцев, и она решила поделать упражнение, которое в перспективе 3-6 месяцев дало хороший результат. То есть деформация уменьшилась в половину. Это очень хорошо. Так вот, что она делала? Она брала резинки для волос женские и одевала их, вот представьте, вот пальчики на стопе, одевала эти резинки. Их можно одеть 1, 2, 3, в зависимости от той нагрузки, которую вы даете. И далее она отводила стопы друг от друга. И тем самым нагружая мышцы, тренируя мышцы на этих первых пальцах. И действительно, поскольку она регулярно этим занималась, она получила хороший результат, что, собственно, можно взять на вооружение и использовать у пациентов. Далее, массаж обязательно стоп улучшает функцию самих стоп, причем можно делать руками, можно брать определенные неровные выступы, то есть либо это коврики специальные для деток продают, либо это морские камни, когда вы ходите и таким образом мобилизируете суставы стопы и выполняете массажные действия, что значительно улучшает функцию самой стопы, хотя изначально они могут быть довольно болезненные. Плюс кто-то берет разные валики, скалки, либо приспособления катает. Обязательно массаж голени, упражнения для стабилизаторов голеностопного сустава. Все это можно найти в открытом доступе и выполнять. И тогда в итоге вы получите хороший результат и хорошее здоровье стопы. Буквально вчера лечил пациентку с запросом на боль в стопе и в коленных суставах. После того, как я прошел, устранил все дисфункции, связочные дисфункции, травмы, а травмы могут возникать, казалось бы, пациент говорит, травм стопы не было. Я задаю вопрос, хорошо, а были ли ситуации, вы уронили кружку или там стакан, но желание сохранить этот стакан настолько велико, что вы автоматически подставили ногу, чтобы самортизировать удар, и удар пришелся на стопу. Да, было. Вам было больно? Да, это травма. Вы подвернули голеностоп, вы шли и стукнулись первым пальцем, пятым пальцем, что-то уронили другое на стопу, прыгнули с какой-то высоты и приземлились на стопу. Все это травматизация. На стопе очень, так же как и на кисти, очень много мелких суставов, которые друг от друга при определенной нагрузке могут биться. И тогда за 50 лет у вас накапливается достаточное количество травм для того, чтобы они каким-то образом, и как правило это негативно, да, оказывали влияние на функцию здоровья самой стопы. Так вот, та пациентка, которую я полечил, устранив эти дисфункции, когда она встала на ноги, первое, что она сказала, ощущение воздушности в ногах, раз. Ощущение, как будто ноги стали, как вот они, как на лету. Это признак вот здоровья именно стоп. Когда у вас есть такое ощущение, мышцы включаются, им становится легче. Всегда стоит вопрос по поводу использования стелек. На самом деле стельки это хороший вариант, вы можете их использовать. Но если вы не включили мышцы, то это как костыль, который будет работать, ну вот они есть и все. Далее ничего кроме вот поддержания сводов они не выполняют. Стельки нужно делать индивидуальные после включения мышц. И, конечно же, стельки могут
профилактировать дальнейшее развитие деформации стопы. Но стельки должны отработать какое-то конкретное время. Если вы их носите постоянно, о чем мы говорили вот в прошлых видео, когда обсуждали ортезы, фиксаторы, длительное нарушение любых неестественных вот этих фиксаторов приводит к тому, что они оказывают и обратное действие. Они будут давать слабость, либо выключать и опять же нарушать биомеханику стопы. В определенных ситуациях ношение стелек и ортопедической обуви показано, когда есть выраженные деформации, например, врожденные, приобретенные стопы. Например, у пациента был сложный перелом пятки, ее собрали так, как могли доктора, потому что там, она была в какую-то труху просто разъехалась, ее собрали насколько возможно. Биомеханика поменяла стопы. И в данном случае, конечно, требуется ношение стельки, иногда даже с какими-то периодами всю жизнь, но это при выраженных деформациях. Зачастую длительное ношение стельки не требуется. В своем телеграм-канале я также раскрываю темы о здоровье стоп, пяточной шпоры и так далее. Подписывайтесь на телеграм-канал, вся информация в закрепленном комментарии под этим видео. Переходите, подписывайтесь. Использование физиопроцедур, массаж, физкультура. Как я сказал, физиопроцедура по назначению доктора можно несколько раз в год выполнять. Зачастую они дают в совокупности с другим лечением хороший результат. Массаж обязательно. Стельки с определенной периодичностью. В каких-то случаях ношение ортопедических фиксаторов, межпальцевые такие фиксаторы, которые также могут давать определенную положительную динамику. Удобная, мягкая амортизирующая обувь и обязательно выполнение упражнений, направленных на укрепление мышц стопы, голени и в целом региона полностью с тазом. Если вы специалист и вы хотите у своих пациентов выходить на первоисточник проблем, в частности проблем в стопе, я вас приглашаю на наши однодневные мастер-классы, в ходе которых мы вас научим этому подходу и выходу на первопричину этих проблем. Для записи на мастер-класс переходите по ссылке в закрепленном комментарии и в описании под роликом. С вами был Забродин Михаил, всем пока, до новых встреч.